Доброе утро, Самитори-чан! У нас на юге Японии Фукуоки уже настоящая весна словно наступила. На улице очень тепло, несмотря на то, что сейчас только начало февраля. Поэтому у меня уже весеннее настроение, хоть и, конечно же, еще рановато. И сегодня я хочу подготовить наш дом и наш сад к встрече весны. Но для начала завтрак.ちょっと最高の昼食だ。いつもこれ食べてるもんね。けど大体こんな感じでしょ。いつも食べてるな。今日ちょっと綺麗に大体こんな感じでしょ。うん、いつも本当こんな感じ。本当ですよ。本当だから。おお、うまそう。いいクロワッサンだね。うん。いいね。全然ときめきだね。うん。Первым делом сегодня я хочу купить весенние цветы, чтобы украсить нашу кухню, а также сделать вазу под букет. Ну как сделать? Немного переделать уже готовую вазу, чтобы она подходила под нашу кухню, под наш интерьер. Посмотрим, что из этого выйдет. Даже не верится, но несколько дней назад в Токио был настоящий снегопад. Вот так вот снегом заносило. Это видео моих друзей, кто в Токио живет. И такое в Токио бывает довольно редко. Раз в несколько лет настолько сильный снег бывает. И здесь, в Фукуоке, на юге Японии, еще реже. Конечно, у нас бывает тоже снег, но, как видите, сейчас начало февраля, и у нас плюс 15 где-то на улице, даже плюс 18. Чувствуется уже начало весны, и намеков на снег уже нет совершенно. И мне очень нравится, что в Японии в любой сезон, и не только на юге, конечно же, что-то цветет. Сейчас у нас цветет уме, это слива японская, а также цубаки, камелия, поэтому чувствуется, что вот уже еще немного, и скоро сакура тоже будет цвести. Я пришла вот в такой вот магазин с цветами. У нас огромный выбор всего синего сейчас. Только посмотрите на эти цветочки. Все такое красивое, красочное. Думаю, люди, у кого еще снег и зима на улице, не поверят, что у нас уже такое все весеннее. Здесь вот такой отдел с разными травами. Еще, конечно, не совсем сезон, но можно купить что-нибудь вроде орегано. Базилика нет, можно купить мяту. Кориандр. Кориандр арио. Коко. Пакчи. Кориандр. Сейчас также сезон орхидей. Очень много разных видов здесь.
И орхидея смотрится как очень ядовитое растение, но по-настоящему совершенно безопасна она для котов. Поэтому мне нравится орхидея сейчас. Очень мало растений, которые можно котам. Можно вот так выращивать спаржу самому дома. Смотрите. Может быть, высадить у нас во дворе. Вот это корни для спаржи. И картошка рядом. Все, что мне нужно. Вот такие весенние цветы я купила. Не знаю, что это, но смотрится очень красиво и по-весеннему. Розовая орхидея для акцента. Сейчас как раз сезон. И также вот такие вот веточки, которые должны будут распуститься. Это не сакура, это персик. Сейчас мы пришли в магазин с вот такими вот бэушными вещами. И здесь, конечно же, есть разные вазы. Я хочу купить одну такую вазу и переделать ее, чтобы она подходила под наш интерьер. Поэтому я решила купить самую подходящую по форме, не по рисунку, и дешевую. Вот эту вазу. Она стоит всего лишь 169 йен. Это $1 примерно. Поэтому, если у меня не получится ее переделать, ничего страшного. Итак, это ваза, которую я купила в Recycle Shop. Вот это очень простая ваза, без узора совершенно. Она стоила в районе $5. А вот эта ваза с таким довольно интересным узором красным, вызывающим, она стоила всего лишь $1,5. Поэтому, конечно, ничего страшного, если я не смогу сделать из них то, что я хочу, но надеюсь, что у меня получится. Вот это что-то вроде штукатурки, которую я буду использовать. Кисточка, перчатки, а также для полировки такая бумага. И мой план очень простой. Я буду пытаться отполировать эту вазу бумагой для полировки и сверху красить их в белый цвет. Очень надеюсь, что получится хоть немного сделать ее не такой гладкой, иначе вряд ли получится как-то покрасить ее. Работает. В зависимости от инструмента должен получиться разный узор. Я буду использовать вот такую вот губку, а также кисточку. И также мои руки. Посмотрим, получится ли сделать узор, как я хочу. Итак. О! Похоже даже на глину больше, чем на краску. Ну-ка, ну-ка. О! Неплохо. Возможно, мне нужно будет сделать несколько слоев, чтобы не просвечивался цвет самой вазы. Уже смотрится довольно неплохо, но я хочу еще раз покрасить, чтобы оно было полностью белое и с более выраженной текстурой. Теперь попробую вот эту вазу покрасить. Уверена, что есть люди, кто считает, что она и так красивая. Вика, зачем ты ее портишь? Да, конечно, она красивая, но она больше подходит под традиционный японский интерьер, а я хочу сделать ее более современной на вид. Конечно, не факт, что получится этой краской ее покрасить. О! Держится. Итак, я дала вазам высохнуть 1 день, и, ребята, посмотрите, что у меня получилось. Я думала, что у меня не получится так красиво, но, на удивление, очень даже неплохо. Мне кажется, это будет смотреться очень хорошо с цветами.どっちも綺麗。高い方がいいのかな。どっちがいいと思う？どっちかな。高い？確かに。高さなくして。春、ダメ。
Вот такой у меня получился букет. Это, конечно же, не икебана, но, как Изуми сказал, получилась хорошая комбинация европейского и японского стиля. И также я думаю, что когда вот эти розовые персиковые цветы полностью расцветут, будет еще красивее. Меня многие спрашивали также, не объедают ли наши растения наши коты. Конечно же, они их объедают, как и все коты, мне кажется. И это можно хорошо заметить по вот этому несчастному растению. Это называется пакера. И вы только посмотрите на эти несчастные обглоданные листики. Оно немного ядовитое, поэтому нехорошо, конечно, что коты его едят, но ничего страшного не случится. И персиковые деревья тоже не ядовитые для котов, поэтому я пытаюсь подбирать растения, которые не слишком для них ядовитые, если вдруг они захотят их немного пожевать. А все самое-самое для них нехорошее, что у нас было до того, как мы котов завели, я поставила вот здесь, повыше, чтобы они до них не добрались. Это ядовитые для котов растения. Хотя, как вы можете заметить, они их тоже, по-моему, погрызли и вроде живы. Конечно, они, если захотят, могут сюда запрыгнуть, но они уже потеряли интерес, к счастью. И да, нужно их тоже, наверное, привести в порядок. Им не хватает света и воды. Из новых растений я купила травы. Вот это кренсон, водяной крес. Очень вкусное растение для салатов. А это 2 вида орегано. И я хотела их высадить в нашем саду, но потом я увидела, что стало с нашим садом за эти несколько месяцев, что мы к нему не прикасались. И вы только посмотрите. Я не знаю, что это. Похоже на какой-то клевер-переросток огромных размеров. Причем здесь у нас розмарин, и вокруг него вот такой огромной высоты этот клевер. Здесь он пониже. И это, скорее всего, потому что мы посыпали розмарин удобрениями, поэтому я не знаю, сколько удобрений осталось розмарину, но клевер очень доволен. И, в принципе, как я поняла для себя за год жизни на юге Японии, здесь довольно трудно выращивать травы во дворе, потому что они аппетитом пахнут не только для людей, но и для насекомых тоже. И здесь очень много маленьких насекомых, которые едят корни растений. Здесь есть так называемые дангомуши, это мокрица, такие они милые на вид, сворачиваются в шарики, но они очень любят вот такие вот влажные места, где много тени. А у нас здесь довольно много тени, и солнце только вот так вот иногда. Поэтому они, к сожалению, хоть и смотрятся милыми, убивают почти все растения. Вот только самые сильные, как розмарин, здесь выживают. Так что я посажу наши травы у нас в доме для начала. Сегодня ужин приготовит Изуми. Нани цукаримасу? チキンカレー。ちょっと雑だから言ってない方がいいよ。いいんじゃない？玉ねぎを切ります。Режем лук. これをモザイクかけたね。取らない、大丈夫。そこは。В последнее время в Японии очень популярен карри. Мусый-карри. Мусуи — это как без использования воды, то есть рецепт, в котором нет воды, хотя карри — это как суп. Сплошной лук. Но это будет очень вкусно. Лук — это самое вкусное в карри. なんか玉ねぎしか入ってないな、なんか。大事だよ。
Вот это вот настоящая мужская готовка. Что может быть лучше, чем лук? И мясо, конечно же. Это куриная ножка, бедрышко. Просто целый кусок. Вот так вот ложим, поскольку это скороварка, подойдет и так. Немного посыпаем солью. Спайсы ва? スパイス後から А то да? И вот так готовим это все в скороварке. О, 圧力完了。これで肉が多分柔らかいから。本当だ。うん。いい感じね。 치킨 스프 みたい。うん、チキンスープだよ。水全く入れてないの。何、うんこんなに水出てくるのすごいね。玉ねぎさんのこれですね。カレール。かな。でもこれ少なめでいいんだよね。 Приправа карри уже готовая вот такая. Если у вас такой нет, можно использовать просто порошок карри. И色ですね。カレーって感じ。うん。日本カレーですね。ちょっと味見。もう美味しいУра! Время ужина. О, カレーだ。カレーですね。日本ホロホロだね。いいね。冬温まりますね。Вот такой супер простой, но очень вкусный японский ужин у нас. ありがとうね。作ってくれて。 5分でできるやつです。まあ実質確かにそんなに時間かからないね。いただきます。Приятного аппетита. Вот такой у нас сегодня был день. Мне настолько понравилось собирать букет, что, возможно, это будет моим новым хобби теперь. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.